Атака Путина по Киеву и западу Украины, баллистические гиперзвуковые прилеты, более сотни целей в небе. Большая потеря для Украины, удар по авиации Киева, потеря F-16 на фронте. Причины? Удар России по объектам США, атакована инфраструктура Америки. В Вашингтоне призвали к ответу, куда прилетело. Крупнейший прорыв вглубь практически на 15 километров. Пехота РФ пошла в атаку. Заявление о заходе в крупный город. Генштаб ВСУ ответил Москве. В Кремле назвали условия распада России. Срочный призыв к россиянам. Москва готова к удару по Берлину. Официальное заявление Лаврова. План завершить войну в Украине в ближайшие 14 лет. США и Франция слили данные о ПВО России. Введен чрезвычайный режим и выстрел себе в ногу. Кремль пошел против своих. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко», 30 июля на календаре. Давайте начнем. Удар по Киеву, Одессе, Днепру, Харькову и западу Украины. Там цель Львов и Ивано-Франковск. Россия подняла стратегические бомбардировщики вечером 29 июля. Украинские военные, которые ранее предупреждали о готовящейся атаке, заявили, что силы РФ подготовили целый арсенал для комбинированного и масштабного удара по Украине. Речь минимум о 80 крылатых ракетах, калибров, ониксах, бандеролей, а еще о гиперзвуковых кинжалах и цирконах и нескольких десятках баллистики. Главными целями были названы целый ряд украинских городов, в частности столица и область. Первые ракеты полетели за полночь. Баллистика на Киев, Крапивницкий, Винницу, серия ударов по Харькову, цели на Сумы, Черкассы и родному городу Зеленского, Кривому Рогу. В пригороде Кривого Рога, в Радушном, катастрофа, заявили местные власти. Ночью были сообщения о больших потерях в частном секторе, разборе завалов и детях, которые оказались под ними. В украинской столице при этом зафиксированы масштабные пожары. Станции метро были переполнены, подземка стала укрытием для десятков тысяч человек. Россия, как и прогнозировали, применила максимум своих ракет и дронов. Украинцы массово публиковали кадры происходящего. Основным ударом стала атака стратегической авиации. Было несколько волн пуска ракет. На момент записи выпуска это и вся информация о последствиях. Уничтожен F-16 Украины. Большая потеря для авиации Киева. Причина – нештатная ситуация на борту во время боевого задания. Воздушные силы Украины заявили, что связь с истребителем пропала на одном из направлений фронта, когда пилот выполнял перехват воздушных целей России 29 июля. В итоге произошла та самая нештатная ситуация. Детали ВС ВСУ не приводят, но уточняют, что летчик был вынужден катапультироваться. Его нашли, эвакуировали и доставили в больницу для обследования. На место падения были отправлены экстренные службы и правоохранители. Удар России по объектам США. Атакована инфраструктура Америки. Точное попадание. В Вашингтоне бьют тревогу. В Сенате США призвали нанести ответный удар. Сенатор Джин Шейхин, выступая в поддержку законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана, заявила, что авиация и баллистика России целенаправленно ударила по американскому бизнесу в Украине. Поэтому теперь главная цель Вашингтона – лишить Россию финансовых ресурсов для продолжения войны. Шейхин показала в Сенате фотографии из Украины, в частности из Харькова, и завершила свою речь словами о том, что давление – это единственный язык, который понимает Владимир Путин, и то, на что он реагирует. Это была цитата. Она атакует американские компании, зерновые элеваторы и суда, которые помогают обеспечивать продовольствием весь мир. Перед вами фотография спасателя на территории объекта компании «Филипп Моррис» в Харькове. Под ударами также оказались объекты «Кока-кола» и других международных компаний. Когда мы встречались с сотрудниками американских компаний, работающих в Украине, они говорили, что убеждены, их предприятия становились целями российских ударов преднамеренно. Крупнейший прорыв вглубь практически на 15 километров. Россия заявляет о резком продвижении на фронте. Масштабный штурм с поддержкой танковых подразделений и расчетов беспилотников. Пехота РФ заходит в город. Дружковка под прицелом. Такими заголовками пестрят российские медиа. Минобороны РФ при этом опубликовала видео с кадрами россиян у стелы с названием города Дружковка. Это населенный пункт, который находится чуть больше, чем в 10 километрах от Константиновки, но не пишет о боях в городе. Цитирую.
Штурмовики 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины, расположенных севернее освобожденной Константиновки. Фиксация продвижения 1008-го мотострелкового полка, район автомобильной стелы на трассе Константиновка-Алексеево-Дружковка. При этом Z-паблики и военные аналитики вносят коррективы в заявление Минобороны, уточняя, что эта стела находится, далее цитата, «как ни странно, на северной окраине Константиновки, а кадры подтверждают контроль окраин Константиновки и выход к соседнему населенному пункту». Опять же цитирую. По этому видео некоторые уже успели сделать далеко идущие выводы о начале штурма самой Дружковки, но пока что это не так. До ее окраин еще несколько километров и промежуточный поселок Алексеево-Дружковка, следующий за той самой стелой. Мониторинговый канал Deep State при этом не подтверждает прорыва в саму Дружковку, до нее еще далеко от Константиновки, но при этом в сообщении говорится, что давление оказывается на населенные пункты, которые находятся между двумя этими городами. А стела, у которой сделаны кадры, опубликованные Минобороны РФ, находится в 5 километрах от территории инфильтрации российских военных. Учитывая давление на Константиновку пехотой, противник параллельно применяет артиллерию КАБы для уничтожения города. Однако страдает также и вся окружающая агломерация, в частности населенные пункты Алексеево-Дружковка и Дружковка, также постепенно превращаются в руины из-за постоянных обстрелов. Находиться там в настоящее время крайне опасно. ВСУ при этом признают, российские военные действительно добрались до стелы, но речь не идет о большом прорыве до самой Дружковки. Представители ВС РФ, которые сделали видео, в Украине назвали «флаговтыками». Это их попытка показать захват города и что мы там работаем. Они указали, что и Константиновка захвачена, но это больше направлено на их аудиторию, чтобы показать какие-то победы. В то же время в Дружковке проводится очередной этап эвакуации населения. Отмечу, что в 2022 году в Дружковке проживало более 50 тысяч человек, сейчас чуть более 4. Война в Украине должна быть завершена в ближайшие 14 лет. Резонансное заявление от того, кто заменил на посту министра обороны Федорова. Новый исполняющий обязанности министра военного ведомства Евгений Хмара хочет сделать все для скорейшего конца войны, чтобы не воевали его сыновья, старшему из которых лишь 11 лет. В своем первом интервью после назначения, которое он дал американской блогерше и мага-активистке Лори Лумер, он уверяет, что его главная личная цель – завершить боевые действия до того, как его 2 сыновей достигнут призывного возраста. Лора Лумер, которая встретилась с Хмарой после поездки к линии фронта, рассказала, что разговор получился откровенным и личным. Напомню, в Украине мобилизации подлежат мужчины с 25 лет, поэтому если исходить из нынешнего возраста старшего сына Хмары, можно предположить, что он рассчитывает уложить окончание войны примерно в ближайшие 14 лет. К концу нашей беседы Хмара показал личное измерение конфликта. Он уже потерял брата на войне. У него 2 сыновей – 11 и 9 лет. Его личная цель, сказал он, завершить боевые действия до того, как они достигнут призывного возраста, чтобы его дети вместо войны могли помогать восстанавливать свою страну. В России же сделали также резонансные заявления о войне. В Москве назвали Украину тараном, который использует Запад, чтобы уничтожить Россию. А поэтому главная задача Кремля – сохранить Россию. Россиянам дают понять, если этого не произойдет, то Россия развалится. А сохранить нашу страну можно только одним способом – победой в специальной военной операции. Запад воюет руками Украины против России. Такое же заявление сделал накануне и Лавров, который дал понять, РФ готова к удару по странам Балтии и, в частности, по Германии. Предупреждение полетело в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца. Такой была реакция Москвы на слова немецкого политика о том, что немецкая армия должна совершенствоваться и стать лучшей в Европе. Тем более, что сейчас мы воюем с прямыми последователями и потомками вот тех нацистов. В том же составе. Мерц открыто говорит, мы будем опять главные в Европе. Если ты такой откровенный, будь готов. Лавров также заявил о передаче власти, уверяет, что Ельцин сделал правильный шаг, отдав ее Путину, приход которого стал историческим моментом для России и показателем того, что Россия мечена Богом. Это была цитата. При этом главный дипломат и глава МИД уверяет, что России помогает Бог
когда ей очень тяжело. Лавров дал понять, что предложение Запада о том, что на переговорах о мире в Украине должны быть не только Москва, Киев и Вашингтон, но еще и представители Брюсселя, это ультиматум Москве. В Украине уже отреагировали на интервью Лаврова агентству ТАСС, а также другие подобные заявления от представителей российской власти. В ЦПД при Совете нацбезопасности и обороны заявили, что Россия не хочет завершать войну. Подобная риторика российских чиновников – еще одно свидетельство того, что Кремль выбрал путь вечной войны с цивилизованным миром и пытается консолидировать российское общество вокруг путинской диктатуры, бешеной антизападной и антиукраинской пропагандой. Киев резко меняет тактику ударов по России. США и Франция направили помощь Украине. Вместо масштабных атак на НПЗ теперь украинцы стараются беспилотниками поражать самые уязвимые элементы энергетической инфраструктуры, чтобы вывести предприятие из строя на максимально длительный срок. Об этом пишет Financial Times, уточняя, что в выборе целей Киеву помогают разведданные США и Франции. Украинские военные также признали, что во многом учатся у россиян, которые системно наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, а теперь Киев использует аналогичный подход. По данным издания, перед каждой операцией инженеры и специалисты подробно инструктируют операторов БПЛА, какие трубопроводы, узлы, соединения оборудования или другие компоненты необходимо поражать. Украинские официальные лица заявили, что разведданные, предоставленные США и Францией, помогли составить карту размещения российских систем ПВО и выявить маршруты, позволяющие дронам обходить их и достигать цели в глубине территории России. Особое поручение Трампа. Посланники президента США срочно едут в Киев. Как пишет Financial Times, спецпредставитель Стив Уитков и зять Трампа Джаред Кушнер согласились на поездку в украинскую столицу. Это будет их первый визит на фоне уже практически десятка визитов в Москву. Договоренность появилась сразу после переговоров Зеленского и Трампа в овальном кабинете. Сама поездка Уиткофа и Кушнера в Киев может состояться в ближайшие 2 недели, хотя точные даты пока неизвестны. Напомню, что Уитков и Кушнер много раз уже бывали в Кремле и ни разу не были в Киеве. Зеленский называл это неуважением к Украине. Зеленский впервые после скандала с подразделением героев УПА на польской земле. Накануне он провел переговоры с Туском в польском Люблине. По словам Зеленского, обсудили оборону, защиту украинских городов от российских ударов и отдельно исторический диалог между странами. Туск же написал в соцсети X: это был разговор о безопасности Польши, Украины и всей Европы. При этом поляки против того, чтобы Украина становилась членом ЕС. Буквально перед встречей были опубликованы результаты опросов и настроений среди граждан Польши. РМФ-24 уточняет, 36% опрошенных поляков признали, что стали относиться к украинцам хуже. Мнения о дальнейшей военной помощи Украине разделились. 44% поддержали бы ее прекращение, 41% против такого шага. А отправлять польских солдат в Украину для контроля за перемирием граждане Польши вообще не хотят. Против этого 65% опрошенных. А вот как поляки относятся к вступлению Украины в ЕС. На вопрос, должна ли Польша поддерживать Украину в ее стремлении вступить в Европейский Союз, более половины опрошенных, 52%, ответили отрицательно, тогда как вступление Украины в ЕС поддерживают 33% респондентов. Выстрел себе в ногу. Z-блогеры недовольны действиями Кремля и обвинили власти в ударе по собственной армии. Причина – уголовное дело против основателя Телеграма Дурова. Реакцию провоенных каналов собрал проект «Можем объяснить». Сторонники войны называют дело абсурдным и прямо вредным для России. Они признают, армия до сих пор держит быструю связь через Телеграм, а полноценной замены мессенджеру нет. Автор канала позывной «Осетин» требует от российских силовиков сначала выяснить, чем пользуется воюющая 5-й год армия, а уже потом преследовать создателя платформы. Автор канала «Южный фронт» заявляет, что вместо того, чтобы привлечь Дурова на свою сторону, Кремль этим делом окончательно отталкивает его от России. А вот как отреагировал Z-канал «Репортер Филатов», цитирую. Борьба с Телеграмом напоминает стрельбу по своим ногам в попытке не отставать от стратегических партнеров.
Напомню, 29 июля ФСБ заочно предъявила Дурову обвинение в содействии терроризму и объявила международный розыск. Сам Дуров назвал дело попыткой российских властей задушить свободу слова, а на розыск ответил фото со средним пальцем на странице мессенджера, а также сменил аватар в мессенджере на свое фото в образе боевика Исламского государства. Высшая степень тревоги. Введен чрезвычайный режим. Власти идут на крайние меры. Правительство Венгрии объявило режим чрезвычайной готовности из-за критической нехватки воды. Почти по всей стране показатели засухи превысили предельные значения, прописанные в законе. Под ударом 3/4 территории страны. Из-за обмеления Дуная под вопросом оказалась даже питьевая вода в столице. Но вводить лимиты власти Будапешта отказались. А впереди новая волна жары, на выходных до 39 градусов. Насколько все серьезно, объяснил министр окружающей среды. Послушайте. В 66 из 84 районов Венгрии, отвечающих за борьбу с нехваткой воды, индекс засухи превысил установленный законом пороговый уровень 3. В связи с этим я объявил режим чрезвычайной готовности. Больной раком Байден возвращается. Демократы опасаются, что это ударит по партии. Экс-президент США Байден после ухода из Белого дома практически перестал появляться на публике и живет в окружении лишь семьи, старых друзей и ближайших помощников, пишет Вашингтон-Пост. По данным издания, лечение онкологии дает результат, однако тяжелая терапия заметно ослабила его. На этом фоне некоторые соратники Байдена из Демпартии за глаза говорят, что презентация мемуаров Байдена, запланированная на 17 ноября, то есть через 2 недели после промежуточных выборов в США, очень не кстати. Своим появлением на публике Байден может сорвать стратегию демократов, говорится в статье. В партии опасаются, что обсуждение его состояния здоровья вновь вернет болезненные споры президентской кампании 2024 года и отвлечет внимание от критики Трампа. Партийные стратеги прямо призывают экс-президента отказаться от публичности, чтобы не мешать реваншу. При этом помощники Байдена отвергают подобную риторику, и они верят, что книжный тур Байдена способен заметно повлиять на промежуточные выборы. Друзья, спасибо вам большое за поддержку. Мне будет приятно, если вы оставите лайк, подпишитесь на канал и будете смотреть другие выпуски, которые уже опубликованы на нашем канале «Время Предко».